Ты когда-нибудь хотел гарем, состоящий из демона-баб? Я? Да. А как насчет игры, где главный герой однажды просыпается с мыслью «Гарема хачу», идет в ад и набирает демонюговый гарем? Причем делает он это посредством стукания ногой в лицо камней и скелетов, а в конце тебя ждет некий аналог битвы с Сансом, но вместо обычной мегалования на фоне играет гача-ремикс. Я сейчас вкратце описал игру Helltaker. Игра, которую ты должен пройти как минимум ради того, чтобы наконец-то научиться готовить блины. Ты же русский человек, а до сих пор блины готовить не научился. Она бесплатная в Стиме, но сука, она на английском. Вот то. Благо, у меня есть Егор, который поможет с переводом игры на русский язык. Ссылка на самый балдежный русификатор Helltaker в описании под роликом. Инструкции также внутри файла, но если тебе лень читать буковки, находишь игру в своей библиотеке Стима, заходишь в свойства, локальные файлы, локал и просто меняешь файлы с диалогами. Все. Лично я прошел игру за 29 минут, что как бы говорит о том, что даже если ты интеллектом находишься где-то на уровне фанатки кей-попов, то ты все равно силишь эту игру. Ну, за часик там, может, за 2, возможно... Нет. Что там по геймплею? Ну, у нас есть главный герой, имя которого Швайгерт. Ну, это никак со мной не связано, и никак не связано с русификатором, который сделан был мной и Егором. Так, погоди, а что он делает? Он что, он танцует в такт музыке? Ульти, как миленько! У тебя есть главный герой, который способен исполнять лишь 2 действия. Перемещаться на одну клетку в любую из 4 сторон, а также стукать разные штуки ногой в лицо. Все, а чего ты ожидал? Я же сказал, что это пазл, но должен признать, финальный босс заставил чутка вспотеть. На каждый ход тратится воля персонажа, и если твоя воля иссякнет, то тебя, ну, это самое, ну, ты понял. Кабум. Хотя погоди, ага, тут есть функция пропуска уровня, что делает задачу, связанную с прохождением этой игры, еще проще. Однако в таком случае ты можешь лишиться диалогов между персонажами, которые происходят после нажатия кнопки совета. Я тебе уверяю, эти советы никак не помогут тебе с прохождением уровня, зато откроют дополнительную рофильную чакру. Плюс, если пропускать уровни, то ты не сможешь получить секретную концовку, условия получения которой я не хочу раскрывать. Разгадай хотя бы этот пазл сам. Ну или воспользуйся гайдами из интернета, ты же такой прогрессивный и умный человек, вон кнопочки умеешь нажимать. После прохождения или пропуска уровня будет происходить диалог с демонессами, и если неправильно выбрать вариант ответа, то тебя либо убьют милыми тявкающими звуками, либо, что хуже, отправят в рай. Буквально! А в раю нету демонического гарема, только арфы, нимбы и прочие скучные штуки. Не попадайте в рай, пацаны. Вы демонам еще нужны. Ауф. Безумно можно быть первым. Безумно можно через... Ты думаешь, что я просто так упомянул блинчики в начале видоса? Главная цель этой игры — донести до тебя мысли, что блинчики — это нечто большее, чем просто блюдо. Вероятно, в мире этой игры блины имеют некое сакральное значение. Сам подумай. Благодаря блинам Швайгерт... То есть главный герой забирает себе в гарем саму принцессу ада, а после и судью, чья сила превышает любые лимиты. Блинами главный герой подкупает полицию, кормит собак и даже удовлетворяет жажду Вельзевула. Что же скрывается за ними? А это ты сможешь узнать, купив артбук, в котором присутствует подробный гайд по изготовлению блинчиков. На самом деле этот артбук можно получить и другим способом, а именно открыв секретную концовку. Кстати, я попробовал сделать их в жизни, и знаешь, это было дьявольски вкусно. И какой же итог? Helltaker — это довольно интересная индюшка на один вечерок с милыми демонобабами из отеля Хазбин. Ой, я хотел сказать, с полностью оригинальными демонобабами, с которыми за 3 дня образовалось столько артов, что скоро сервера Rule 34 просто нахуй взорвутся. Sun is shining in the sky, the right and clouds in sight. It's stop raining, everybody's in the play, and don't you know, it's a beautiful new day. Hey! Лично моя фаворитка — это Люцифер, а у Егора... Ля. Егор! Хули надо? Какая у тебя любимая демонобаба из Helltaker? Как же я хочу служить пандемонике! Я хочу, чтобы она сломала мои пальцы, как тонкие макароны! Я хочу есть каждый завтрак, обед и ужин из списки за ее разрешение! Я хочу, чтобы она обняла меня своими ногами и заставила выплеснуть в ее матку каждую ёбаную ночь! Я хочу, чтобы пандемоника выебала меня так!
Пожалуйста, боже, я хочу, чтобы она оставила меня спускать в ее узкую демоническую... Еще и еще! Я хочу разбавить ее кофе своей... Бля! Я хочу, чтобы она это сделала, что я как ёбаная лапу! Я хочу вылезать каждый сантиметр ее тела! О, мой ёбаный бог! Пожалуйста, я хочу, чтобы потихоньку выебала меня! Я хочу, чтобы она выебала меня! Пожалуйста, пожалуйста! А если бы у меня был шанс быть махнутым поддемоником, я бы стал агрессивной сукой до остаток жизни! Я бы как... Только въел! По ее разрешению! Плиз, блядь! Я не могу каждый раз, когда я вижу поддемонику, я не могу думать ни о чем другом, как о жирной, секретарной жопе! Как хочу эту жопу ебать! Представь, что ты Helltaker, и после того, как ты правильно заварил ее кофе под конец дня, она приказывает тебе снять штаны и начинает прыгать на твоем хуе своей толстой демонической задницей! Я выставлял очередями каждый раз, когда называла меня жалким рабом! Блять! Я хочу служить по демонике! Я хочу служить по демонике! Что по поводу тебя, пиши в комментарии имя перса, которого ты лично хотел бы заиметь себе в гарем. И почему. Колокольчик, лайк, коммент, подписка, ну ты знаешь все действия, которые нужно выполнять, если видос понравился. Благодарю за просмотр.